Это сгенерировала нейросеть. Один персонаж, разные сцены, со звуком, с атмосферой, с диалогом, без монтажного стола, без After Effects, прямо в браузере. Google запустил инструмент, который большинство русскоязычных пользователей просто не знает. Он называется Flow. И сегодня полный разбор. Как войти, как работает и что там реально можно сделать. Я покажу каждую функцию. Ingredients to Video, Start Frame, Extend, встроенное аудио. Объясню систему кредитов. Там есть бесплатные. И я расскажу, как их не потратить зря. И в конце честный вывод. Кому это реально нужно прямо сейчас, а кому пока рано. Если вы здесь впервые, меня зовут Соня. Этот канал про нейросети. Не абстрактно, а конкретно. Беру инструмент, открываю, тестирую, рассказываю, что работает, а что нет. Знаю все наши радости с доступом, VPN и картами, которые не принимают. Поэтому каждый разбор — это не «зайди и нажми кнопку», это с учетом нашей реальности. Ролики выходят нечасто, не потому что лень, а потому что каждый делается с нормальным вниманием к деталям. Мой ноутбук это подтвердит. Если это близко, подписывайтесь. Окей, почему вообще стоит говорить об этом инструменте отдельно, когда их уже десятки? Проблема всех видеогенераторов до недавнего времени была одна. Ты не мог удержать персонажа. Генеришь первую сцену — одно лицо. Генеришь вторую — другой человек. Никакой связи между клипами. Это делало невозможным любой нарратив. Вот два клипа. Один промпт, две генерации. Два разных человека. Склеить это в историю нереально. Flow решает эту проблему через систему референсов. Ты один раз даешь изображение персонажа или объекта, и модель держит визуальную логику через несколько клипов. Плюс встроенное аудио, атмосферный звук, окружение и, самое интересное, диалог. Персонаж может говорить с нормальным лексинком. Как это работает? В промпте вы описываете аудио так же, как описываете визуал. Звук дождя, отдаленный трафик, персонаж говорит вполголоса «это не то место, где я хотела оказаться». И это попадает в клип. Аудио пока в статусе бета. Иногда не генерируется, тогда Flow возвращает кредиты и предлагает повторить. Но когда работает, это меняет восприятие полностью. Видео с атмосферным звуком воспринимается совсем иначе, чем немое. Теперь главное, как туда вообще попасть? Заходим на labs.google/fx/tools/flow. Технически Flow доступен из России, но стабильнее всего через серверы Нидерландов или Германии. Google аккаунт нужен обязательно. Лучше завести отдельный нерабочий. Дальше важный момент про кредиты. При регистрации вы получаете 100 бесплатных кредитов и еще 50 каждый день. Итого 150 в сутки при активном использовании. Это реально щедро. Теперь про стоимость генерации. VO 3.1 Fast – 20 кредитов за клип. VO 3.1 Quality – дороже, но по-честному разница в качестве минимальна для большинства задач. Nano Banana Pro – это встроенная модель для генерации изображений. Она вообще бесплатная – 0 кредитов. Так что схема такая. Генерите изображение в Nano Banana Pro бесплатно, а видео генерируете на VO 3.1 Fast – 20 кредитов за клип. При 150 бесплатных кредитах это 7 клипов в день без единого рубля. Для тестирования и понимания инструмента более чем достаточно. Когда захочется большего, платная подписка или покупка дополнительных кредитов. Российские карты там прямо не работают, и я для таких случаев использую Want to Pay – сервис для оплаты зарубежных платформ. Быстро, без лишних движений, ссылка в описании. И вот тут начинается самое интересное. Nano Banana Pro – это Gemini 3 Pro Image внутри Flow – генерация изображений. Почему это важно именно здесь? Потому что эти изображения вы сразу используете как референсы для видео, прямо внутри одного инструмента. Никуда не уходите, ничего не скачиваете. Логика такая. Вы генерите персонажа или объекта в Nano Banana Pro, получаете нужную внешность, нужный стиль, потом берете это изображение и передаете в VO 3.1 Fast как ингредиент или стартовый кадр. Модель понимает связь и держит визуальную логику. Пишу промпт. Молодая женщина, темные короткие волосы, городской стиль, нейтральный фон. Генерирую, бесплатно, мгновенно. Вот результат. Теперь это мой персонаж для видео. Первый режим – Ingredients to Video. Это главная фишка Flow для консистентного нарратива. Объясняю. Принцип простой. Вы загружаете несколько изображений, персонаж, объект, фон, стиль и пишете промпт. Модель собирает из этого сцену, сохраняя визуальную логику всех референсов.
Я беру персонажа из Nano Banana Pro, добавляю изображение городской улицы как фон, пишу промпт, женщина идет по мокрой улице ночью, фонари отражаются в лужах, кинематографичный стиль. Выбирая Veo 3.1 Fast, запускаю, генерация занимает минуту-две. Это не магия, это вычисление. Ждем. Смотрю на результат и вот клип. Это не то место, в котором я хотела оказаться. Смотрите, та же внешность, тот же стиль. Модель держит референс. Это работает. Важный момент. Чем точнее промпт, тем лучше результат. Не просто «женщина идет», а medium shot, slow motion, rain, neon reflections, cinematic. Flow хорошо понимает операторский язык. Используйте его. Окей, один клип есть. Теперь как сделать из этого связанную историю? Второй режим — Frames to Video. Вы даете стартовый кадр, и модель генерирует видео, начиная именно с этого изображения. Логика — берете последний кадр предыдущего клипа, загружаете его как стартовый и получаете следующую сцену, которая визуально продолжает предыдущую. Так и строится связность. Еще есть Extend. Это продление существующего клипа. Модель смотрит на последнюю секунду вашего видео и продолжает действие. Важный нюанс. Аудио при Extend продолжается только от последней секунды. Поэтому если в клипе тишина, и продление будет тихим. Держите это в голове при планировании. И про Insert. Это отдельная функция редактирования. Вы можете добавить объект или персонажа в уже готовый клип. Модель сама просчитывает тени, освещение, логику сцены. Не идеально, но работает. И это уже что-то, чего не было год назад нигде. И вот теперь то, что реально отделяет Flow от большинства конкурентов. Veo 3.1 генерирует аудио нативно, не отдельно, не через сторонний сервис, атмосферный звук, окружение и, самое интересное, диалог. Персонаж может говорить с нормальным липсинком. Как это работает? В промпте вы описываете аудио так же, как описываете визуал. Звук дождя, отдаленный трафик, персонаж говорит в полголоса «это не то место, где я хотела оказаться». Это не то место, в которое я хотела попасть. И это попадает в клип. Аудио пока в статусе бета. Иногда не генерируется, тогда Flow возвращает кредиты и предлагает повторить. Но когда работает, это меняет восприятие полностью. Видео с атмосферным звуком воспринимается совсем иначе, чем немое. Честный разбор. 3 ситуации. Первая. Ты делаешь контент, короткие ролики, визуальные истории, что-то для соцсетей. Раньше для этого нужна была съемочная группа или долгий монтаж чужих стоков. Сейчас один вечер Flow, несколько итераций, и у тебя есть собственный клип с консистентным персонажем и звуком. Это работает. Вторая. Ты думаешь сделать полнометражный фильм? Пока нет. Flow — это эксперимент. Клипы до нескольких секунд, ограничения по сложным сценам, аудио в бете. Для большого проекта рано. Третье, и это, наверное, самое важное. Ты просто хочешь понять, куда движется ИИ в видео. Вот ответ — именно сюда. Google Flow — это не конечная точка. Это первый внятный намек на то, каким будет создание видеоконтента через 2-3 года. Лучше понять это сейчас, чем догонять потом. Ссылка на Flow в Telegram. Там же все про кредиты и доступ. И последнее. У меня сейчас не самая простая ситуация с железом. Ноутбук тормозит, каждый ролик — это несколько дней работы. Коплю на нормальную машину. Если этот разбор был полезным и есть желание поддержать, ссылка также в Telegram. Не обязательно, но если поддержите, следующий ролик выйдет заметно быстрее. Заранее спасибо. Пишите в комментариях, вы слышали про Flow до этого видео. И если хотите следующий разбор по конкретному инструменту, тоже пишите. Удачи!